Привет, это Bubble на канале Технозон, и сегодня мы с вами поговорим наконец-то об автофреймрейт. Многие из вас слышали, что есть какой-то автофреймрейт, есть приставки с автофреймрейт, но, как показал опрос на моем канале, кстати, вы можете увидеть вот скриншотик этого опроса, что более 60% вообще не знают, что это такое. Когда я дал задание своим редакторам готовить информацию об автофреймрейт, они мне выписали вот такую пачку всякой технической фигни. И когда дошло до съемки этого видео, я подумал, если я донесу вам то, что написано здесь, нудным и монотонным языком, вы скажете: Bubble, да ты просто нудный. И я представляю, сколько людей от меня отпишется сразу. Я предлагаю сделать это вот таким вот образом, чтобы оно нам не мешало, и объяснить, что же такое автофреймрейт очень и очень простым языком. Мало того, в этом видео мы с вами разберем, какие приставки поддерживают автофреймрейт, что такое Judder эффект и как проверить наличие Judder эффекта. Ну а самой главной фишкой этого видео будет, как убрать Judder эффект на любом Smart TV боксе. Да-да-да, действительно на любом. Давайте начнем с главного определения, что же такое автофреймрейт именно в Smart TV боксе. Автофреймрейт — это автоматическое переключение частоты вашего телевизора под частоту воспроизводимого контента. Что же это значит? А это значит, что если выражаться простым языком, то если вы смотрите фильм с частотой 24 кадра, то приставка автоматически переключит частоту обновления вашего телевизора на 24 Гц. Но почему именно 24 Гц? Да, все просто. Дело в том, что стандарт для съемки фильмов и являются те самые пресловутые 24 Гц. Этому стандарту уже почти 100 лет или более 100 лет, не помню, честно говоря. И он не развивается именно из-за экономии пленки, которую использует киноиндустрия. Ведь для того, чтобы снять фильм в стандарте 48 FPS, придется потратить ровно в 2 раза больше пленки. И это становится экономически невыгодно. А при съемках фильма используются тонны этой самой кинематографической пленки. Кстати, пример выпуска такого фильма был. Это «Хоббит». Да-да-да, «Хоббит» выходил в версии 48 FPS. Нативный 48 FPS он и снимался именно в таком формате. К сожалению, многие зрители плохо восприняли этот эффект из-за того, что он был похож на театральную постановку. Но что не так с приставками, у которых нет автофреймрейта? Как часто бывало, что вы смотрите фильм и вы видите какие-то микрофризы, задержки. И все это связано именно с Judder эффектом. При воспроизведении фильмов 24 кадра и несовпадение с частотой телевизора возникает Judder эффект. Что такое Judder эффект? Если переводить дословно, то Judder — это дрожание. Но при чем здесь дрожание, спросите вы? И опять же, я буду объяснять предельно простым языком, для того, чтобы абсолютно всем было понятно. Обычно приставки работают на частоте 60 Гц. Телевизоры также работают на частоте 60 Гц, как и приставки, потому как эту частоту им устанавливает изначально приставка. И 60 Гц — это отличная частота для достижения плавности анимации в играх, для достижения плавности анимации интерфейса и для просмотра YouTube 4К 60 FPS. Это действительно все плавно, красиво и обалденно смотрится. Но в случае с фильмами здесь не все так просто. Когда включается фильм с 24 FPS, то получается следующий эффект. Та-дам! Вот такая вот картинка. И что же в ней такого, спросите вы? Какое-то шахматное поле и нифига не понятно. Да все на самом деле понятно. Когда начинает воспроизводиться фильм 24:60, то на каждый кадр фильма приходится неровное число кадров самой приставки в 60-герцовом режиме. Возникает тот самый Judder эффект pull-down 3:2. Для того, чтобы понять, что такое pull-down 3:2, то вот вам, пожалуйста, вот такая вот картинка. И схематически сразу становится понятно, что на каждый кадр в фильме 24 FPS приходится неодинаковое количество воспроизводимых кадров вашим телевизором и вашей приставкой. Потому как 60 на 24 не делится. Если бы приставка поддерживала частоту, да и телевизор тоже 48 Гц, то, поверьте, никакого бы Judder эффекта не было. Все воспроизводилось бы просто идеально. Но, опять же, повторюсь, это если говорить очень и очень простым языком. На самом деле, если вам интересно, я положил ссылочку на статью в описании под видео. И возникает следующий вопрос. Как проверить, есть Judder эффект или нет Judder эффекта? Один очень авторитетный ресурс, rteens.com, который
проводит тесты телевизоров, создал обалденный тест для проверки именно Judder эффекта. И он как нельзя подходит для теста Smart TV боксов на возникновение этого самого Judder эффекта. Все это выглядит примерно так. Мы видим перед собой картинку, на которой вы видите шахматный порядок. И это именно тот Judder эффект. Как он проверяется? Запускается на Smart TV боксе файлик, фотографируется с выдержкой 1 секунды экран, и вы будете понимать, есть ли Judder эффект или нет. А вот так вот выглядит приставка с Auto Frame Rate, когда автоматически переключит частоту вашего телевизора под частоту контента, который воспроизводит. И это должны быть абсолютно равномерно окрашенные квадраты в серый цвет. И вот именно Smart TV боксы с Auto Frame Rate, они нас избавляют от Judder эффекта при просмотре фильмов. Избавляют от микрофризов и от прочей мелкой фигни, откровенно говоря. Но есть и другая сторона медали. Дело в том, что очень большое количество людей даже не воспринимает Judder эффект. Это связано с некоторыми особенностями мозга, это раз. Во-вторых, есть люди, которые обожают смотреть фильмы с различными уплавнялками, которые есть в современных телевизорах, которые повышают частоту вашего контента до 100, до 120 Гц, и они без этого уже жить не могут. Это два. И третье, это люди, которым вообще пофигу на какой-либо Auto Frame Rate и Judder эффект, потому что у них просто нет денег на нормальное устройство. Ну, в каком смысле нормальное? На те устройства, которые поддерживают правильный Auto Frame Rate, это 3. Какие же приставки поддерживают Auto Frame Rate и что мы будем делать для тех приставок, которые не поддерживают Auto Frame Rate? Все очень просто. Из того, что есть на рынке, я бы разделил приставки с Auto Frame Rate на дорогие, среднебюджетные и дешевые. Более дорогие варианты отличаются сочетанием хорошей производительностью плюс правильный Auto Frame Rate. Это переключение не только на частоту 24 Гц, а переключение практически на все частоты любого контента, который существует в интернете. В частности, на 50 Гц, на 60 Гц, на 5994, на 23976. Плюс более дорогие образцы умеют переключать не только саму частоту экрана, а плюс еще и переключать разрешение экрана вместе с его частотой. Это нам позволяет избежать эффекта апскейла, когда немного размазывается изображение, либо даунскейла, если не соответствует, что приводит к излишней зернистости изображения. Что относится к таким приставкам более дорогого сегмента? Это Nvidia Shield TV, Yugus AM3, это приставки фирмы Minix, это медиаплееры типа Zidu и в принципе еще парочку, которые действительно стоят своих денег. Что касается среднего сегмента, то это у нас идет Belink GT1 Ultimate, тот же Yugus AM3, который последнее время по ценовому своему диапазону вывалился в средний сегмент, Tanix TX9 Pro, Belink C1 и тоже еще ряд некоторых приставок, на которых я даже не буду заострять внимание. Что касается и самых известных бюджетных решений, то это Tanix TX3 Max, Lake iHome Cloud TV, Pendo X10, но вот в случае с бюджетными решениями зачастую Tanix TX3 Max и Pendo они просто не поддерживают нормально YouTube 4К. И 2К это максимально, что они могут воспроизвести. Хотя Auto Frame Rate там абсолютно правильный. Я в обзоре Pendo показывал Judder тест этого устройства. И на приставочке за 40 баксов в принципе отлично работал Auto Frame Rate. Также Auto Frame Rate возможен на приставках, которые его не поддерживают нативно, но на них можно накатить различные прошивки, которые позволяют реализовать Auto Frame Rate. И таких приставок бесконечное множество. А если учитывать еще и прошивки LibreELEC или CoreELEC, то там вообще практически все приставки можно сделать с Auto Frame Rate. Но ваша приставка в таком случае превратится всего лишь в медиаплеер. Но что же делать тем, у кого действительно нет Auto Frame Rate и нет возможности установить прошивку с Auto Frame Rate? Все, приставка куплена зря, кино смотреть нельзя. Ребят, я вас успокою, все можно, вам просто необходимо провести некоторые настройки в вашем Smart TV боксе. Ведь если разобраться, то ключевой частью слова Auto Frame Rate является авто. Если мы уберем слово авто, то Frame Rate это просто частота, с которой выводятся кадры на ваш телевизор. И эту частоту можно регулировать механически. Если применить аналогию, то это как автомобили с автоматической коробкой передач и с механической коробкой передач. Главное понимать, что практически все фильмы воспроизводятся с частотой 24 кадра в секунду, либо 23 976, что
что в масштабах воспроизведения фильма практически одинаково. Также мы должны понимать, что нам необходимо произвести настройку нашего телевизора. В случае Smart TV телевизоров, либо телевизоров последних годов, где есть различные уплавнялки, режимы реальных кинотеатров и тому подобное. Я вам дальше покажу, что на телевизорах, у которых нет Smart TV функции и нет уплавнялки, эффект Джодера убирается просто выставлением частоты 24 Гц. Да, это делается так просто. Просто устанавливая разрешение с частотой 24 Гц, если поддерживает ваш телевизор, ваш Джодер эффект уходит просто в никуда. А вот что касается более современных телевизоров, то здесь немножечко нужно заморочиться. Я покажу в частности на примере телевизора LG 55 UK6200. Это 55-дюймовый Smart LG. В нем есть поддержка TrueMotion и есть поддержка Real Cinema, реальный кинотеатр. Но что касается остальных телевизоров, то настроечки на основные телевизоры моделей, таких как LG, Vizio, Samsung, Sony, я положил в описании под видео. Кстати, взял я их из того же источника artings.com, и там очень хороший рейтинг телевизоров. Это специально для тех, кто меня спрашивает, какой же телевизор лучше купить. Так что будем с вами работать на примерах, и я надеюсь, вы все прекрасно сразу же поймете, потому как если бы я объяснял сложнее, то вы бы окончательно запутались. А если бы объяснял еще проще, то вы бы подумали, что я не в своем уме. Ну а перед тем, как я начну настраивать свой телевизор и показывать вам, как убрать Джодер эффект, я вам предлагаю нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все дальнейшие информационные видео о настройках, а также не пропустить все наши классные обзоры Smart TV боксов и не только. Ну что ж, а теперь хавабанга, ребята, это же бубльгум, поехали! Сейчас мы с вами видим Югус. Мы включили Югус, к сожалению, качество картинки будет не ахти, так как мы снимаем это простой камерой. Мы видим перед собой телевизор. Это самый обыкновенный телевизор LG. И мы видим, что у нас здесь нет функции реальный кинотеатр и нет никаких уплавнялок. Все. Мы, в принципе, можем с вами включать Джодер тест. Для того, чтобы вы наглядно поняли, что такое автофреймрейт, вернее его отсутствие, мы сейчас на Югусе запустим тестовый файл без автофреймрейт и сфотографируем с выдержкой в 1 секунду. Вот так вот выглядит Джодер тест. Это бегающий кубик по экрану, который нам необходимо сфотографировать с выдержкой в 1 секунду. И вуаля! Вот это говорит о присутствии Джодер. Сейчас мы с вами включим автофреймрейт, и вы увидите сразу разницу. То есть шахматный порядок, который вы увидели, это говорит о наличии Джодер эффекта, то есть дрожания кадров. А вот теперь мы запустим с вами файл с автофреймрейтом и посмотрим, как это все работает с автофреймрейт и как выглядит у нас снимок с выдержкой 1 секунду. Щелк. Вот, пожалуйста, это равномерно закрашенные квадраты. Вот я их вам покажу при свете. Это равномерно закрашенные квадраты, и так и должно быть. Это говорит о правильном автофреймрейт. Но вот мы подключим с вами X96 на базе процессора iMlogic S905X2. Заходим в Droid Settings. Здесь вот Playback Settings. У нас выключен автофреймрейт. Мы можем его включить в Total Mode, можем вообще выключить. И это нам ничего не принесет. У нас сейчас установлено разрешение экрана 60 Гц, 1080p 60 Гц, что обычно установлено у всех, когда они пытаются просмотреть фильм. Мы запускаем Джодер тест на X96S на 60 Гц. Фотографируем с выдержкой 1 секунду. Перефотографируем при дневном свете. И вуаля, у нас есть Джодер. Это значит, что автофреймрейт у нас не работает. Но мы хотим с вами смотреть кино правильно, без фризов и тормозов. Поэтому мы с вами идем и просто меняем частоту экрана на 24 Гц. 1080p 24 Гц. Все включилось. Но это касается пока что только тех телевизоров, которые не поддерживают Smart. И у них нет уплавнялок, у них нет режима Real Cinema, либо реальный кинотеатр. Если вы поставите просто 24 Гц, то вам придется немножечко снизить скорость воспроизведения анимации, потому как ваш интерфейс начнет работать немного лагуче. Он станет более тянучий, и если поставить в меню разработчиков анимацию 0.5, скорость анимации 0.5, и все будет просто отлично. Анимация у вашего интерфейса вернется в привычное для вас русло и станет абсолютно идеальной. Возвращаемся и включаем опять наш Джодер тест, но уже на разрешении экрана с 24 Гц. Фотографируем. И вуаля! У нас нет Джодера на X96S. А вот то, что было, а вот то, что есть.
Мы с вами убрали Jodder эффект. Мы с вами можем теперь смотреть фильмы без протормаживаний и фризов в режиме 60 Гц. Но как быть с телевизорами, у которых есть True Motion, на примере вот LG 55 UK 6200? Сейчас у нас подключен UGUS, мы видим это Smart TV. Идем в настроечки с вами, идем в настройки изображения. Обычно именно там это находится. Параметры изображения. И мы видим, что у меня сейчас True Motion выключен. Давайте его включим и попробуем, как же работает автофреймрейт при включенном True Motion, так называемой уплавнялки. Обязательно с вами включим автофреймрейт. Он у нас сейчас включен, мы специально проверили. И мы запускаем с вами тестовый файл на Jodder Test для того, чтобы проверить, как работает автофреймрейт при включенных уплавнялках. Тест пошел. Фотографируем с выдержкой 1 секунда. Пожалуйста. У нас есть явный отчетливый Jodder эффект. То есть автофреймрейт нам не помог. И мы будем точно так же наблюдать какие-то протормаживания, микрофризы в наших фильмах. Идем теперь опять в настроечки. Те же самые настройки режима изображения. Параметры изображения. И просто выключаем True Motion. У нас появляется функция «Реальный кинотеатр», которая у меня включена. Она в случае с LG обязательно должна быть включена. И после этого запускаем тот же самый тестовый файл с автофреймрейт. Фотографируем с выдержкой 1 секунда. И вуаля! У нас нет Jodder эффекта, и автофреймрейт сработал просто идеально. И уже в таком режиме мы с вами подключаем X96S. У нас стоит частота сейчас 60 Гц. Если мы с вами сейчас запустим Jodder тест, то мы увидим четкий Jodder. Давайте попробуем. Фотографируем. И получаем с вами отчетливый Jodder эффект, ту самую шахматную доску. Кстати, это может быть не только шахматная доска. Все зависит от вашей исходной частоты экрана. Если вы будете проверять Jodder тест на 50 Гц, либо на 30 Гц, то шахматная доска будет вообще кривая. И мы идем в Droid Settings и просто включаем 24 Гц. Тадам! И идем, запускаем наш Jodder тест файл. Кубики бегают. И мы пробуем это все сфотографировать. У нас нет Jodder эффекта на X96S, на процессоре iMlogic S905X2. Мы можем с вами свободно смотреть теперь фильмы с частотой 24 кадра, и у нас не будет никаких проблем с фризами. Так что, ребят, как мы видим, настроить можно практически любую приставку и любой телевизор на правильное воспроизведение контента. Все мы с вами помним, что это всего лишь автоматическое переключение фреймрейта и manual фреймрейт. Мы так его и назовем. То есть автофреймрейт и manual фреймрейт — это две стороны одной медали. В одной стороне вы платите денег немножечко больше за то, что он будет это делать за вас, а с другой стороны вы можете заплатить немножечко меньше и переключать своими руками сами. Что касается самого по себе автофреймрейта и поддерживает ли ваша приставка автофреймрейт, то скажу сразу. Процессоры S905X2 пока что не поддерживают автофреймрейт. Я надеюсь, что в будущем это исправят. Для того, чтобы проверить, насколько ваша приставка подвержена Jodder эффекту в паре с вашим телевизором, и если на вашей приставке автофреймрейт, то вы можете попробовать найти у себя такую опцию, как Playback Options, либо параметры воспроизведения, либо на некоторых приставках я видел даже опция автофреймрейт, и включить ее. Обычно есть два режима автофреймрейта. Вы можете сразу смело включать второй режим и пробовать Jodder тест. Если у вас есть Jodder эффект, то я вам прекрасно показал, как его настроить. Также в описании под видео есть инструкция для некоторых моделей телевизоров. Конечно же, многие могут в меня кидать тапки и кричать, что Bubble, ты не раскрыл полностью тему автофреймрейта, но если я начну здесь сыпать техническими терминами, если я начну рассказывать очень нудно и долго, то поверьте, вы даже не досмотрели бы до этого момента. Ну а так я надеюсь, что я немножечко успокоил вас насчет отсутствия автофреймрейта в вашем Smart TV боксе. И хочу сказать следующее, что функция автофреймрейт практически не важна для тех, кто смотрит, например, IPTV, либо предпочитает YouTube, потому как там автофреймрейт нативный не работает. Я, конечно же, в описании под видео приложу полный перечень
приставок с автофреймрейт, которые вы можете купить на текущий момент, и по возможности обзоры, которые есть у меня на них. А также там будут перечень приставок, которые очень достойны, и их можно будет настроить на отсутствие джедер эффекта. Так что я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. И у меня для вас припасено еще больше различных очень интересных видео, так что подписываемся. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.